В этом видео показываю, как из досок сделать простую, но крутую и удобную мебель для дома без дорогих специальных станков. В процессе видео рассказываю о всех нюансах и трудностях, с которыми я столкнулся, а также о том, стоило ли тратить на это время. Доски должны быть ровными, сухими и идеально совпадать по указанным размерам в ширину и толщину. Лучше использовать штангенциркуль при выборе досок. Я же выбирал на глаз, и оказалось, что некоторые доски с разных сторон имеют отличия в размерах. Из-за этого и из-за искривления досок нету идеального примыкания, а по толщине виднеются перепады. Поэтому при изготовлении мебельных щитов, чтобы не было перепадов по толщине, доски должны пройти рисмусование, а для примыкания без щелей – фугование на деревообрабатывающих станках. Я же делаю для себя и только набираюсь опыта, поэтому рискну собрать щиты прямо так, как есть. Чтобы делать ровный спил без торцовочной пилы, предыдущее видео на моем канале об этом. Там я делаю угловое поворотное стусло как раз для этих целей. Работа получается быстрее, а длина деталей идеально одинаковой, если зафиксировать 4 доски и одним пилом торцевать их. Еще будет меньше сколов от пилы. Всего несколько запилов и 20 деталей готовы, 4 на каждый щит. Далее делаю простой кондуктор из обрезка все той же доски. Трудность в том, что перпендикулярно сложно сделать отверстие без сверлильного станка, поэтому пока клей не застыл, выставляю удлиненные алюминиевые трубки по уголку и при необходимости смещаю, забив вдоль трубки гвозди. Наружный диаметр алюминиевой трубки 12 мм, а внутренний 10 мм. Для сверления отверстий под шканты на 10 идеально подходит сверло по металлу на 9,5 мм. Раскладывать доски в правильном расположении годичных колес не стал, так как все щиты в итоге будут стянуты и выгнуть их не должно. Мой первый в жизни щит не получился, хотя я и сделал отметку на сверле для контроля глубины, некоторые отверстия не досверлил или там осталась стружка, в общем стянуть щит не удалось. Еще получился перепад, которого я не ожидал. Толщина детали отличается, а кондуктор сделал свое дело под один размер, закрепляясь с разных сторон. Теперь шлифовка вручную, как я изначально планировал, отменяется, а все щели придется заделать самодельной шпаклевкой, смешав клей ПВА и мелкие опилки. Последующие щиты делаю уже по-другому. Уменьшаю количество шкантов до 3, распределяя равномерно по длине деталей, делая метки для центра отверстий. А кондуктор всегда закрепляю к одной стороне на всех деталях. Так перепад будет меньше.
Думал, что щиты небольшого размера и стягивать их таким образом будет достаточно. Но понял, что струбцин в этом деле много не бывает, и чем их больше, тем лучше. Тем более доски плотно не прилегают друг к другу. Все щиты отшлифованы, и лучше это сделать эксцентриковой шлифмашиной, потому что ленточной у меня это сделать не получилось. Сразу я этого не заметил, но после нанесения масла стали виднеться незначительные вмятины и полоски от ленты в некоторых местах. При шлифовке торцов надо быть аккуратным. Собьется угол 90 градусов, и примыкание при сборке уже не идеально. Процесс сборки щитов между собой аналогичен процессу склеивания досок в щит. Делаю риски в нужных местах под шканты, сверлю и склеиваю. Такие соединения мне очень понравились. Главное, все надежно скреплено и со временем не расшатается. Неровные доски, плохое качество шлифовки, следы от струбцин и шпаклевки, любая вмятина, щель или скол – все это станет особенно заметным в конечном итоге при нанесении масла. Если предусмотреть все это и сделать щиты аккуратней, я не могу пока сказать за их дальнейшую судьбу, так как я не специалист и влагомера у меня нет, но читая отзывы о качестве готовых сделанных щитов производителям и сравнивая их по внешнему виду, думаю, стоит подумать, что лучше. И если вам захочется сделать самому, но нет при этом специальных станков, рекомендую начать с этого. Теперь я понял основные моменты на собственной практике и готов для новых идеальных проектов. А приятным бонусом стала экономия средств. Готовые щиты примерно в 2 раза дороже строганных досок. А сам придиванный столик обошелся мне дешевле стоимости готового щита. Причем клея с маслом осталось больше половины. Еще я понял, что мне нужен строгальный станок, эксцентриковая шлифмашинка, влагомер и ваймы, чтобы в дальнейшем радовать себя и близких своими работами, потому что изделия из дерева своими руками всегда ценились и будут цениться.